Приветствую, уважаемые гости и подписчики канала. Цивилизованный прогресс имеет две стороны медали. Это и величайшие человеческие достижения, и поразительная недальновидность людей. Население планеты, не задумываясь о последствиях, привыкло относиться к природе потребительски. В недалеком будущем это может обернуться катастрофой. Земные богатства растрачиваются с невероятной скоростью. Животные, вымершие по вине человека, остались только на иллюстрациях старых учебников зоологии. Морская корова Стеллера. Морская корова открывает этот список вымерших животных по вине человека. Легендарная экспедиция под руководством Витаса Беринга совершила массу важных открытий. Тогда же, в начале 40-х годов 18-го столетия, мореплаватели впервые увидели и описали этих необычных животных. За неторопливость движений и крупные размеры новый вид получил название «морская корова». Удивительные создания достигали в длину почти 8 метров и совершенно не боялись человека. Бесстрашие, граничащее с апатичностью, в итоге и погубило их популяцию. Из-за вкусного мяса охотники истребили морских коров буквально за четверть века. Сегодня отдаленное представление о вымершем виде могут дать только дальние родственники коров – дюгони. Однако дюгони меньше своих прародителей примерно в 2 раза. Яванский тигр. Яванские тигры считались самыми маленькими из существующих диких кошек своего вида. Вес взрослых самцов не превышал 140 кг, а максимальная длина туловища доходила до 2,5 метров. С середины 20 века число особей стало стремительно сокращаться, а к концу 70-х тигры этого подвида и вовсе перестали существовать. Виной всему не климатические изменения или моровые болезни. Причина несчастья банальна. Бездумная охота вкупе с искусственным разрушением природного ареала. Периодически местные жители утверждают, что замечают тигров вблизи поселений, но зоологи не доверяют этой информации. По их словам, островитяне путают вымерших животных с леопардами. К сожалению, уроки прошлого мало чему научили человека. Сегодня аналогичная ситуация повторяется с полосатым обитателем острова Суматра. Тигров с острова Суматра, по самым осторожным подсчетам, осталось не более 300. Тасманийский волк. Последний телоцин, или по-другому, тасманийский волк был застрелен в 1930 году. Необычное сумчатое животное проживало на территории Новой Гвинеи и в Австралии. С небольшими хищниками европейцы познакомились в 18 веке и почти сразу же начали на них охотиться. Совсем скоро исполнится 100 лет с того момента, как люди в последний раз вживую видели тасманийского волка. Считалось, что эти волки представляют серьезную угрозу для местного овцеводства. С угрозой боролись настолько интенсивно, что очень скоро оставшиеся десятки телоцинов предпочли перебраться в труднодоступные горные уголки. Волков добила вспышка собачьей чумки, но и тут охота на единичные выжившие особи не была прекращена. Теперь тасманийский волк считается вымершим по вине человека. Маврикийский дронт или додо. На планете существует несколько разновидностей нелетающих птиц. Одной из них до середины 17 столетия оставались дронты с острова Маврикий. Первую информацию о дронте европейцы получили в самом конце 16 века от голландских путешественников. Голодные мореплаватели с удовольствием охотились на дальних представителей семейства голубиных и за 50 лет съели все поголовье. Ученые обратились к изучению додо только тогда, когда ни одной особи не осталось в живых. Все животные считались вымершими по вине человека. Сперва в научном сообществе ходил слух, что маврикийский дронт – это плод легенд и фантазий. Позже были обнаружены реальные птичьи скелеты вымерших животных, по которым орнитологи попытались воссоздать приблизительную внешность птиц. Выяснилось, что представители вымершего вида достигали метровой высоты, имели неразвитый хвост и мощный клюв. Предположительной пищей додо служили фрукты. Следующее животное – тур. Туры – это дикие быки, любившие степной простор и не имевшие себе равных среди соседей хищников. Они тоже стали вымершими животными по вине человека. Первобытные экземпляры, обитавшие на севере Африки и в Междуречье, подверглись уничтожению задолго до наступления нашей эры. Часть популяции обосновалась на европейском континенте, но и здесь турам не было покоя.
Охота и методичная вырубка лесов сократили поголовье. К середине 17 века длиннорогие животные завершили свое земное существование. Любопытно, но сегодня есть слабая надежда на то, что вымерший вид постепенно возродится. Селекционеры из Западной Европы занимаются выведением боевых быков для испанской корриды. Новая разновидность унаследовала ряд характерных черт своих древних прародителей. Животные отличаются выносливостью и крупными размерами. Следующее животное – черный носорог. На просторах Африки до сих пор можно встретить несколько сотен черных носорогов, а ведь еще в 19 веке эти животные обитали на материке повсеместно. Название «черный» считается относительным, так как цвет носорога соответствует оттенку местности, в которой он проживает. Встречаются серые, белесые и даже красноватые представители вида. Действительно темные особи водились в Камеруне. Во второй половине позапрошлого века на них началась целенаправленная охота. Браконьеры истребляли поголовье в целях добычи рогов. Из рогов изготавливали дорогие рукоятки для ножей. Государство не имело сил защитить свое природное достояние. Общество защиты животных констатировало полную гибель камерунского подвида по вине человека. Каролинский попугай. Каролинские попугаи, в прошлом жители США, гнездились в дуплах деревьев, которые росли вдоль пресных водоемов. 30-сантиметровые птицы имели привлекательную окраску оперения, крылья травянистые снаружи и пурпурные изнутри, изумрудно-желтый хвост, охристая голова. Попугаи были устойчивы к заморозкам. В пищу они употребляли семена чертополоха и иногда лакомились фруктами. Именно любовь к сладким плодам оказалась роковой. Фермеры начали охоту на каролинских попугаев, защищая от птиц свои урожаи. К 20-м годам 20 века американские земледельцы окончательно отстояли свои поля и сады. С этого времени попугаи их не беспокоили. Птиц, единственных в своем роде, попросту не осталось. Следующее животное – моа. Новозеландские моа вымерли 5 веков назад. Судя по дошедшим рисункам той эпохи, бескрылые трехметровые птицы отдаленно напоминали современных страусов, только были существенно массивнее. Несмотря на устрашающие размеры и внушительную массу, пернатые гиганты питались исключительно растительной пищей, листьями, плодами и молодой порослью. К истреблению моа европейцы не причастны. Исчезновение популяции – дело рук племен маори, коренных новозеландцев. Странствующий голубь. Еще одна птица, пропавшая с лица земли, это странствующий голубь. Эти представители семейства голубиных являлись североамериканскими эндемиками. Птицы проживали стаями и любили путешествовать на дальние расстояния. Максимальная скорость их полета составляла 100 км в час. Восточные лиственные леса Америки кишили миллиардами странствующих голубей. Индейцы охотились на птиц более или менее в разумных пределах, чего нельзя сказать о выходцах из Европы. Белое население США превратило ловлю крылатых путешественников в незаконный бизнес. Плюс ко всему вырубались исконные места гнездования. Последний странствующий голубь погиб в начале прошлого века. Абингдонская слоновая черепаха. 7 лет назад отошел в мир иной одинокий Джордж. Так звали единственную дожившую до нашего времени абингдонскую слоновую черепаху. Джорджу было около 100 лет, но зоологи, под присмотром которых он находился, надеялись на то, что старик оставит потомство. Однако возраст брал свое, и все попытки ученых остались безуспешными. Судьбу одинокого Джорджа можно назвать счастливой. Он доживал свой век, окруженный заботой и вниманием. А вот подавляющее большинство его предшественников веками увозились в цивилизованные страны. Живыми консервами набивались корабельные трюмы, и после утомительного путешествия черепахи попадали в руки к европейским поварам. Если верить статистике, то каждые сутки с лица Земли исчезает по несколько видов насекомых, растений, животных и птиц. 40% ныне существующих обитателей флоры и фауны приближаются к точке невозврата. Если удручающая динамика сохранится, то человек рискует оказаться на планете в полном одиночестве. На этом все.
Надеюсь, вы узнали сегодня кое-что новое. Приходите на канал снова. Всего вам доброго.